Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам очередное пополнение своей коллекции фильмов на физических носителях, то есть на Blu-ray и на DVD. В сегодняшнем видео будет достаточно много изданий. Всего в сегодняшнем пополнении коллекции 27 изданий. В том числе 3 из них будут иностранные. И с иностранных, как и в предыдущих видео, я хочу начать свой обзор пополнения коллекции. И первый фильм, это фильм в формате 4К, Дюна, часть вторая. Это у нас американское издание. Пришел мне фильм совсем недавно. Американское издание. Здесь у нас только 4К диск в слипе. Открываем слип. Это вторая часть, которую снял режиссер Дени Вильнев с Тимоти Шаломе и другими актерами по книге Фрэнка Герберта «Дюна». Такое вот издание. В данном издании нету русского языка. И в данном издании только английский язык и некоторые еще другие языки. С русским сейчас фильмов от Warner Brothers не выходит. До этого в предыдущем пополнении коллекции мне пришел первый фильм, первая часть, которую также снял Дени Вильнев в главной роли Тимоти Шаломе. И в этом издании было два фильма, точнее два диска, Blu-ray и 4К. Уже во второй части в таком издании представлен только один диск, именно 4К диск. Вот такое вот пополнение. Теперь присутствуют обе части, которые сняты по книге Дюна. Третья часть, когда она будет, она уже будет снята уже по третьей книге Мессии Дюны. А данные две картины, они сняты именно по первой книге, которая называется Дюна. Идем далее. И следующий фильм. Это наконец-то в коллекции появился фильм, который является вторым по кассовым сборам за всю историю, без учета инфляции. А именно картина «Мстители. Финал» в формате Blu-ray. Также из Америки, из США привезено издание. Здесь у нас в данном издании два диска. На первом диске у нас сам фильм, а на втором диске присутствуют бонусы. И данный фильм, так же как и предыдущий, без русского языка. И данная картина вообще с русским языком не выходила. Максимум, что можно встретить, в некоторых регионах бонусный диск выходил с русским языком. Но сам фильм нигде нельзя достать. И благодаря данной картине наконец-то собрал сагу бесконечности. И одно из следующих видео будет посвящено всей моей коллекции этой саги бесконечности, в которой покажу все 23 фильма, которые есть у меня в коллекции в отдельных изданиях. Фильм «Мстители. Финал». Идем далее. И, наконец, последнее иностранное издание. Это у нас чешское издание фильма «Посейдон» с Куртом Расселом. Данную картину снял режиссер Вольфганг Петерсен, которого вы можете знать по такому фильму, как «Троя», который он снял. Это его другая картина, фильм «Посейдон». Фильм 2006 года. И ремейк
картина из 70-х, которая также рассказывала про корабль, про судно Посейдон. Такой вот фильм. Это было последнее иностранное издание. Дальше пойдут 15 российских изданий. И первое из них это издание в слипе. Издание с лентикулярной обложкой, которая изменяется при изменении угла. Можно видеть, что при изменении угла здесь другая картинка. Это единственное такое издание у меня в коллекции, при котором при изменении угла другая картинка. Потому что в других изданиях с лентикулярной обложкой у меня такого эффекта нет. Только добавляется глубина у изображения, что на картинке. Здесь же изображение меняется. Такой вот слип. По слипам видим другое изображение, другую картинку. И сам фильм. Это веселая криминальная комедия, где данные 4 персонажа объединяются в семью, чтобы провернуть дело, чтобы доставить определенный товар из другой страны. И снялись у нас здесь Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкис, актеры. Такое вот издание. Наконец-то появилось у меня в коллекции. Далее двойное издание. И это издание, в котором содержится фильм 1973 года, а также мюзикл «Арена Тур» 2012 года, мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда». Такое вот издание также в слипе. И здесь у нас на двух дисках. На первом диске фильм, на втором сам мюзикл в версии 2012 года на арене. Это у нас мюзикл Эндрю Ллойда Вебера. Один из первых работ Эндрю Ллойда Вебера. И также одна из самых известных картин данного композитора. Иисус Христос. Суперзвезда. Идем далее. И следующий фильм это комедия братьев Фаррелли с Гвинет Пэлтроу и Джеком Блэком «Любовь зла». Еще одна комедия от братьев Фаррелли в коллекции. У меня есть некоторое количество их. И в данной комедии Джек Блэк видит не совсем точнее, толстую девушку видит он как худую. Персонаж, которого играет Джек Блэк. Картина «Любовь зла». Это было последнее издание в слипе. Далее пойдут издания просто в амареях. И следующее издание это еще одно издание из серии «Проверенным временем» коллекции с Мэг Райан и Хью Джекманом, Кейт и Лео. Картину, которую снял режиссер Джеймс Мэнголд, который потом снимет Хью Джекмана еще в двух картинах, а именно «Росомаха Бессмертный» и «Логан». А это первый опыт работы режиссера данной картины с Хью Джекманом. Кейт и Лео. Следующая картина это фильм Рона Ховарда с Томом Хэнксом по роману Дэна Брауна. Это второй фильм по серии фильмов по Дэну Брауну «Ангелы и демоны». Здесь у нас на диске представлены две версии данного фильма.
ангелы и демоны. Следующая картина. И это фильм Тони Скотта. Один из последних, точнее предпоследний. «Опасные пассажиры поезда 123». Здесь у нас снялись в картине Дензел Вашингтон, который очень часто снимался у Тони Скотта, а также Джон Траволта. Видим здесь этих двух актеров, Дензела Вашингтона и Джона Траволта, на накатке диска. Такое вот издание. Идем далее. И следующий фильм, это у нас триллер с актрисой Блейк Лайвли, женой актера Райана Рейнольдса. Картина «Отмель». Где персонаж актрисы оказывается в открытом океане и сражается против акулы. Такой вот фильм. Картина «Отмель». Далее фильм режиссера Джорджа Миллера «3000 лет желаний». Здесь у нас в картине снялись Тильда Свинтон и Идрис Эльба. Идрис Эльба здесь играет у нас Джина. А такая вот карточка от фильма «Хатико» в комплекте. А Тильда Свинтон играет писательницу. Присутствует внутренний арт у данного издания. И Джин рассказывает этой писательнице свою историю. Фильм «3000 лет желаний». Следующая картина. Это фильм с Дэниелом Крейгом «Воспоминания неудачника». Данное издание досталось мне бесплатно, бонусом другим изданиям. Это такой вот фильм с актером, который играл Джеймса Бонда. Это его отдельная работа «Воспоминания неудачника». Идем далее. И следующие 6 фильмов это у нас будут анимационные фильмы, мультики. Первый мультик это мультфильм от Дисней «Тарзан». Известная картина, которая выиграла Оскар за музыкальную песню, за песню, которая звучала в данной картине в исполнении Фила Коллинза, про два мира. До этого данный анимационный фильм был у меня в коллекции на DVD, но по небольшой цене удалось найти его в формате Blu-ray. Фильм «Тарзан». Далее сразу два фильма анимационных. Первый это «Монстры на каникулах», первая часть от режиссера Генди Тартаковского. Такое вот издание. А также появилась в коллекции третья часть «Монстры на каникулах. Море зовет», которую также у нас снял Генди Тартаковский. Такое вот издание, где приключения персонажей данной франшизы продолжаются. А до этого у меня был уже второй фильм «Монстры на каникулах 2». Такое вот издание. И таким образом у меня собралось все три части, которые у нас выходили с русским языком.
Это «Монстры на каникулах», «Монстры на каникулах 2» и «Монстры на каникулах 3. Море зовет». Такие вот издания. И осталось у нас 3 издания из одной серии, а именно это сольные фильмы про 3 богатырей. Первый фильм — это Алеша Попович Тугарин-Змей. Самый первый фильм данной франшизы. Далее. Второй фильм Добрыня Никитич и Змей Горыныч, где уже про другого персонажа, про Добрыню Никитича, его представление. И, наконец, третий фильм про 3 богатыря. Это у нас Илья Муромец и Соловей-разбойник, где уже речь идет про богатыря Илью Муромца. Такое вот издание. И такие вот 3 сольных фильма про 3 богатырей появилось у меня в коллекции. Это были все Blu-ray в сегодняшнем пополнении коллекции. А дальше будут издания в формате DVD. И первое такое издание — это у нас фильм «Мотылек». Экранизация 1973 года. В которой у нас снялись актеры Стив Маккуин и Дастин Хоффман. Издание у нас в диджипаке от издателя Cinema Prestige. Здесь у нас 2 диска. На первом диске сам фильм. А на втором диске у нас дополнительные материалы, которые здесь указаны. Здесь мы можем видеть также еще дополнительные изображения из данной картины. До этого у меня уже был фильм «Мотылек», а именно экранизация 2017 года. Теперь обе экранизации данной истории есть у меня в коллекции. И также в коллекции есть книга, по которой сняты оба фильма. Книга Анри Шарьера «Мотылек». Идем далее. Еще одно издание фильма в диджипаке. Это картина Акиры Куросавы. Фильм «Телохранитель». Одна из известных его картин. Видим здесь такое вот изображение. Здесь уже другое. Здесь еще видим кадры из данной картины. Именно данный фильм Серджио Леоне взял за основу, когда придумывал свою картину «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом. Это у нас фильм Акиры Куросавы «Телохранитель». Далее 2 издания в стекле. Первое — это фильм Джоэла Шумахера по мюзиклу Эндрю Ллойда Веббера «Призрак оперы». До этого у меня уже был данный мюзикл, но в упрощенном издании. Здесь у нас полноценное издание, где фильм представлен со звуком 5.1. И также здесь идет небольшой буклет с рекламой других изданий от издателя, который издавал данное издание.
Мюзикл «Призрак оперы». Идем далее. Еще одно издание в стекле. Это у нас картина Кевина Смита «Тусовщики из супермаркета», или другое его название «Лоботрясы». Здесь у нас снялись Шеннон Доерти, Джереми Лондон, Джейсон Ли, Бен Аффлек, ну, конечно, сам Кевин Смит и Джейсон Мьюз в роли Джея. Открываем, здесь видим еще дополнительное изображение из картины. И такой вот постер внутри видим с актерами, которые представлены в данном фильме. В том числе с краю можно видеть Стэна Ли, с которым персонаж данного фильма очень долго общался во время картины. Тусовщики из супермаркета. Это шестой фильм из киновселенной Кевина Смита, который появился у меня в коллекции. Такое вот издание. И дальше у нас издание в обычных омареях. И первый из них это у нас Роберт Земекис. Его фильм с Томом Хэнксом «Изгой». Давно искал данный фильм, и наконец-то у меня в коллекции он появился. Одна из известных картин Роберта Земекиса. Фильм «Изгой». Далее. Два издания из журналов. Это у нас фильм «Выпускник». Картина, которая сделала актера Дастина Хоффмана известным. И также это у нас один из самых кассовых фильмов своего года выпуска. А именно 1967 года. Такое вот издание. Фильм «Выпускник». И еще один фильм в похожем издании. Это фильм Донни Дарка, в котором у нас снялись Джейк Джилленхол, Патрик Суэйзи и Джина Миллоуи. Джина Миллоун. Это у нас фильм 2001 года. Фильм Донни Дарка. И, наконец, два последних издания. Это у нас анимационный фильм. Точнее, два анимационных фильма, которые сняты одним режиссером, а именно режиссером Сатоши Коном. Это у нас фильм «Паприка». А также картина «Однажды в Токио». Или оригинальное ее название это «Токийские крестные отцы». «Однажды в Токио». Две интересные картины Сатоши Кона, выполненные в свойственной ему технике анимации. И это были последние два издания на сегодня. На этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. А на этом все. Пока.